Это то самое движение, которое необходимо нам для отжиманий, и нужно его освоить. Сразу правильное положение локтей. Плечо нужно в верхнем положении отжиманий и тех же толканий выводить вперед. Передняя поверхность бедер напряжена, ягодичные напряжены. Учимся делать бриллиантовые отжимания. Пальцы в разные стороны смотрят. Вот так делать этого не нужно. Берем какой-либо предмет, например, рюкзак. Кидаем на пол и ставим на него одну руку. Физкульт, привет! Я по-прежнему Сергей Каширин. И сегодня я научу тебя отжиматься с самого начала, с нуля. Если ты совсем ничего не умеешь. Погнали! Начнем с того, что не будем отжиматься, а будем учиться толкаться. Это то самое движение, которое необходимо нам для отжиманий, и нужно его освоить. Подходим к стене. Сразу учимся правильно ставить руки. Для того, чтобы оттолкнуть себя от стены. Не растопыриваем локти. Ни в отжиманиях, ни в толканиях. Спокойно подняли ладони. Локти находятся примерно на уровне солнечного сплетения. Можно чуть ниже. И толкаем. А теперь можно немножечко заповторить это дело. Чувствуем, как работают грудные мышцы. Чувствуем, как работают плечи. Это движение даст тебе понимание о том, как нужно двигаться во время отжиманий. Если получилось толкаться, попробуем отжиматься прямо от стены. Особенно если ты тяжелый. Самое главное — чувствовать работающие мышцы, как они включаются и выжимают тебя. Локти ставить научились, теперь будем смотреть, как должны работать плечи. Плечо нужно в верхнем положении отжиманий и тех же толканий выводить вперед. Чтобы себя сильнее оттолкнуть от стены, нужно максимально выбросить вперед плечи. Точно так же нужно сделать во время отжиманий. Спина во время отжиманий может даже немного скругляться, но это видимое скругление за счет того, что опускаются лопатки и выходят вперед плечи. Зачем нужно выставлять плечи? Очень просто, для того, чтобы максимально сократить свои грудные. Почувствуй это. Понял, как работать у стены? Получается делать разиков 20. Попробуй на следующей тренировке отжиматься с колен. Да, я показываю самую базу, самые азы из самого начала, но кому-то да это нужно. Я думаю, таких много. Встали на колени, ноги можно переплести, стопами не касаемся пола и отжимаемся. Сразу правильное положение локтей. Ставим ладони так, чтобы большие пальцы были на уровне солнечного сплетения. Плечи по-прежнему выставляем вперед в верхнем положении и максимально сокращаем грудные мышцы. В нижнем положении можно привыкать делать небольшую паузу. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Не надо стесняться вставать с дивана и идти делать какие-то вещи с самого начала. Все мы учились, все мы с этого начинали. Если у тебя большой вес, нужно начинать с самых простых вещей. Отталкивание, отжимания с колен. Ничего в этом такого страшного нет. И не надо никого стесняться. Научился разиков 20 отжиматься с колен? Давай-ка освоим планки. Эта планка — это исходное положение в отжиманиях. Называется оно упор лежа. Встали, плечики вперед. Передняя поверхность бедер напряжена, ягодичные напряжены. Стоим в этом положении на время. Стараемся научиться стоять 2 минуты. И следующее положение, в котором нужно научиться стоять продолжительное время, хотя бы 60 секунд, это планка на согнутых руках. Плечи параллельны полу, засекаем время и учимся так стоять. Опять же, если сразу не получается, можно те же самые планки выполнять с колен. Раз. И 2. Начинаем с малого и двигаемся к действительно большому и крутому. Хочешь еще больше упражнений, больше разборов, крутых сетов? Заходи в мои социальные сетки, подписывайся на мой Инстаграм, ВКонтакте и ТикТок. Ссылки на них есть в описании.
Там много всяких упражнений и моих тренировок, которыми я могу поделиться с тобой, а также информация о моем рационе питания и о том, как, собственно, можно развиваться, тренируясь на улице и в домашних условиях, с весом собственного тела и подручными снарядами. Теперь ты знаешь основные положения, как должны работать локти, как должны работать плечи. Должна быть прямая линия от шеи и до пяток. Мы полностью фиксируем это положение, выпрямленное, напрягаем мышцы, чтобы его удерживать. Таз не должен провисать ни в коем случае. Идем дальше. Как осваивать отжимания? Сколько делать подходов? Пятиподходка – самый простой вариант, когда мы стараемся делать каждый подход на максимум. С одной стороны, для начинающего максимума не так хорошо и вполне себе травмоопасно. Но с другой стороны, это работа с собственным весом, а когда вы отжимаетесь с колен, это работа с очень малой частью вашего веса. Поэтому, в принципе, подконтрольно, спокойно можно работать на максимум. Между подходами отдыхаем пару, даже тройку минут. И стараемся нарабатывать с каждым разом все большее количество, до тех пор, пока не получится отжиматься хотя бы 20 раз за подход. Люди очень часто путают максимальные нагрузки с тяжелой штангой и максимальные нагрузки с весом собственного тела. И для нервной системы, и для мышц это совершенно разная работа. Но в любом случае, если ты хочешь тренироваться дома, учиться отжиматься, нужно не забывать одну простую вещь – разминка. Прежде чем отжиматься, нужно сделать суставную разминку. Покрутить плечами. Причем делаем это спокойно, никуда не спешим, не делаем резких движений. Пускай это будет 25 повторений в каждую сторону. Назад покрутили, вперед покрутили. Потом точно такие же движения выполняем в локтевых суставах. Вперед, назад, точно так же повторений по 25 в каждую сторону. Разминаем кисти. Лучезапястные суставы, чтобы не было никаких проблем. Можно еще вот так кулачки вперед выставить и покрутить как следует. Разиков по 25 в каждую сторону. Растяжка грудных и плеч. Махи руками в стороны. Традиционная физкультура, ничего нового. Все это в школе проходилось, я уверен. В школе были зарядки, были уроки физкультуры у всех. Если, конечно, вы не косили по болезни. Махи точно так же вверх. Вращательные манжеты плеч. Очень важно, на самом деле, хорошенько разминать плечи, потому что зачастую боли и травмы в плечевом поясе – это травмы именно вращательных манжет. Это маленькие мышцы, их 4 штуки в каждой манжете. И как только они перегружаются, они могут начинать нудно болеть. Сухожилия этих мышц могут воспаляться. Чтобы этого не было, нужно как следует покрутить, поработать плечевыми суставами перед тренировкой. Ну и, конечно же, не забываем сделать разминочные подходы процентов на 30 от того, что мы можем. Легонечко, с колен, если пока не получается в упоре лежа, делаем несколько повторений в отжиманиях для того, чтобы разогреться. Потом отдыхаем и приступаем уже к основной тренировке. Ну а теперь прогрессия, к чему стремиться. Если ты научился хорошо отжиматься в упоре лежа, не стой на месте. Двигайся дальше. Учимся делать бриллиантовые отжимания. Кстати, не обязательно изображать фигурку бриллианта. У многих из-за этого лучезапястные суставы начинают болеть и покалывать. Большие пальцы можно просто прижать к ладоням, и так будет намного удобней. Еще один вариант, но он, конечно, потребует крепких кулаков. Но когда мы отжимаемся на кулаках, у нас лучезапястный сустав находится в естественном положении, и ему так намного комфортней. Ну и, конечно, то же самое можно сказать про классические отжимания в упоре лежа, примерно на ширине плеч. Освоил бриллианты?
Идем дальше, пробуем широкой постановкой рук отжиматься. Но делаем это правильно. Здесь плечо работает уже немного в другой плоскости. Мы его не сгибаем, мы сводим плечи практически перед собой. Единственное, конечно, это не как тренажер бабочка в зале. И здесь реально свести плечи не получается, потому что ладони стоят на месте. Но некоторый эффект мы создаем. Самый важный момент в этих отжиманиях – это тот, что ладони друг от друга направлены в противоположные стороны. Пальцы в разные стороны смотрят. Вот так делать этого не нужно. Будет неприятно. Разворачиваем пальцы друг от друга и начинаем отжиматься. Точно так же вот так локти растопыривать не нужно в стороны. Они сгибаются вдоль корпуса. Можно чуть шире сделать. На самом деле, вот эти отжимания – это только заготовка. Дальше можно двигаться к отжиманиям лучника. Вот они как раз помогут подготовиться. Это уже более сложная и эффектная тема. По сути, здесь мы уже переносим нагрузку на каждую руку по очереди и подводимся к одноруким отжиманиям. Ну, раз ты решил прогрессировать дальше, давай поговорим об одноручных отжиманиях. Сначала мы поставим широкую постановку и попробуем отжиматься на одну сторону. То есть не будем делать перекатов, как делали в предыдущем варианте, а будем уже тренировать преимущественно одну руку, а потом другую. А теперь приближаемся еще ближе к одноручным отжиманиям. И для того, чтобы правильно ставить локоть, потому что во время одноручных мы все-таки стараемся отжиматься как в классике, но на одной руке. Арчеры — это только подводка. Берем какой-либо предмет, например, рюкзак, кидаем на пол и ставим на него одну руку. А на второй руке отжимаемся. Локоть уже немножко по-другому работает, да? Как в классике. И вот мы подобрались уже к одноруким отжиманиям. Что будем делать? Встаем точно так же, как в предыдущей версии отжиманий, но ноги надо поставить пошире, чтобы была опора на ноги. Вторую руку убираем за спину и опускаемся. Как видишь, из-за одних только отжиманий можно сделать классную прогрессию, если встать с дивана и начать двигаться вперед. И в данном случае мы разобрали скорее основные движения, ведь есть еще более продвинутые плеометрика, комбинации, к которым тоже можно прийти и очень круто развиваться. Без зала, на улице, дома, где захочешь. Не останавливайся на достигнутом. Калистеника – это необъятный мир, и здесь можно расти бесконечно. Огромное количество возможностей, и все, что нужно, просто вес собственного тела. Отжиматься ты учился вместе с Сергеем Кашириным, и я буду благодарен, если ты поставишь мне свой лайк, оставишь комментарии с вопросами под этим видео, а у тебя наверняка возникли вопросы, и, конечно же, подпишешься на канал, если все еще этого не сделал. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну и, конечно, поделись этим видосом со своими друзьями и знакомыми в соцсетях, чтобы расширять наше здоровое, сильное, физкультурное воркаут-сообщество.
Всех благ, пока.